Ага, на жуков дрочишь! Да. Вопросы? О боже. Так вот, при всем желании, я хоть час готов распинаться, почему жучиная анатомия очень интересная, но ближе к сути. Я собирался затронуть похабщину народа в ролике про фандом Hollow Knight, однако я не нашел для нее места. Скорее оно было, но я там кринжа навалил, поэтому сейчас мы неплохо так повышаем эту планку качества. Левелап точно произойдет, если я сделаю ролик про фандом с сайта Ру34. Но сегодня у нас лишь частичка, букашечка среди всего этого муравейника Hollow Knight, где фраза «иметь в квартире тараканов» имеет не один смысл, да и кто тут кого имеет. И фандом этого совершенно не стыдится, это их естественная среда обитания. Так с чего же все началось? Ну, вообще, если пунктики собрать воедино, чтобы не нудить, то смело готов предположить, что все это из-за свойств самой игры. Людям достаточно дать игру про жуков, что уже необычно, парочку специфичных персонажей, по желанию их значимую предысторию, и все, конвейер отборной жучиной биологии готов. Причем знакомство с такой вот стороной рано или поздно происходит, хочешь ли ты этого или нет. И здесь отговорка «да оно само на экран вылезло» реально срабатывает. Мне очень часто приходится искать материал в гугле и, к примеру, вбивая самое базовое Hollow Knight Hornet. И теперь смотрим, что выскакивает. Раз работа, два работа, 3, 4, 5, 6, 7. И это только минимум. У кого-то первые страницы могут состоять сугубо из порнушки. Чуваки даже спидраны устраивают, причем специально. Но пока ищешь материал ПХК, тут можно не только целых 2 мировых рекорда побить по скорости поиска и рукоблудства, так и наткнуться на жучиную идеологию там, где ее быть по сути-то и не должно. Но вот в Пинтересте я еще часто обитаю. Специально для этого я полез в дебри, и что я вижу? Лесбийские страсти, довольный сосуд, интерпретация Титаника, чья-то мама в молодости, также чья-то мама в тазике, будущая реализация плана по спасению королевства, мрачная буба, фембой, которого все ненавидят, скибиди туалеты и мой ебал от всего этого увиденного. А это, кстати, ваше. Народу много вещей не нужно, чтобы воссоздать то, что у них происходит в головах. С ними шутки плохи, как бы да, палка-палка, рога, получилась курага, но куда страшнее, когда дело доходит до шипов. И до циркулярных пил тоже. Но нет, я про шиперство. И ведь любит же фандом сближать минус с минусом или плюс с плюсом. Хорнет и Квирл, молоденькая девочка и старый дед. Хорнет и Лейс, обе женщины, но би-не-би поймал би. Хорнет и Грим, Хорнет и сосуды. Вообще поебать, что они брат и сестра, и это уже попахивает инцестом, но тот ебал все эти стереотипы в рот, а кто спросит чем, он же бесполый, тот ответит пустотой, сеструха. А кого там только нет, можно хоть прозвище для персонажей придумывать. О, я знаю этого персонажа. Бесполый подхуйник. О, я знаю этого персонажа. Хорни. О, я знаю этого персонажа. Куда тебя? Да куда хочешь? Откуда ты это сказала? О, я знаю этого персонажа. Хорнифер. О, я знаю этого персонажа. Гондон. У народа хватает смелости сближать тех, кто уже запривачен. Камон, я искал пару рисунков с гримом, а тот не только с творением бледного успел совокупиться, но еще и женушку Корнифера себе завербовать. Что тут нахрен происходит? О, я знаю этого персонажа. Шлюха. Кстати, пока есть возможность, хочу сразу разъяснить очень спорный вопрос. А являются ли персонажи Hollow Knight и его фандом соответственно фури? Сколько же раз меня триггерит этот вопрос, как и само понятие, что каждое антропоморфное, каждое антропоморфное существо это обязательно фури. Ребят, общий стиль дизайна персонажей больше вдохновлен мифологией и фэнтези. Да, у кого-то есть рога, у кого-то хвост, крылья, мех, но в первую очередь не забывайте, что само понятие фури больше относится к описанию фандома или субкультуры, но явно не конкретной группы персонажей. А учитывая, что мы сейчас говорим про Hollow Knight, то предлагаю эту тему потихоньку закрывать. Серьезно, редко кто жуков фурями называет, ну камон. Короче, надеюсь, мой посыл понятен парой слов. Таких людей много, хочешь не хочешь, наткнешься на таких, если вдруг сам не вступишь в секту инсектофилов под названием хорнитизм. Если мы видим хорны, то мы идем в правильном направлении, а если мы видим хорны, то бежим строчить комментарий за отсылку. И да, это пошло еще до той самой фразы Obsidian Time. Чтобы окончательно убедиться, я спросил у своих, что они насчет нашего фандома думают. Ответы очевидны, ну, например, дрочить на жуков это мое призвание. Кстати, это я написал. Но, короче, сам по себе фандом хорни, прям как наш спонсор, Хорни Бокс. О как! Видали, как клево получилось? Во-первых, сервис от блогеров для зрителей. Во-вторых, Steam пополняешь с комиссией в 13%. Самая низкая на рынке, между прочим. И в-третьих, внутриигровая валюта Геншина, Ханкая, Валоранта, Zone Zero, Brawl Stars. В общем, все ссылочки в описании, особенно если есть желание переговорить о сотрудничестве.
Вот. Так, а теперь смотрите. Этот скриншот был сделан в начале 23-го года. Сейчас же количество работ почти дошло до 5500. Можно ли меня называть алдом? Не знаю. Но как минимум детективом в поисках работ, которых даже на Route 34 нет, это я умудряюсь проворачивать. К чему это я? Я посмотрел, если не все, то большую часть из этих работ точно. И готов с уверенностью сказать, что они отвратительные, специфичные, странный фетишизм и просто какая-то странная херня. Чрезмерная хуманизация или ее отсутствие. Персонажи, которые в категорию не вписываются от слова совсем. Максимально отвратительные фетиши. Начнем по списку. Жирная Хорнет. Список можно заканчивать. Пи***ц, у меня нет слов, только стояк. Я хотел еще приписать сюда нейросеть. Да, я понимаю, боль для любителей добротного контента еще та. Я сам уже в черный список влепил эту категорию, но просто удивительно, как нейронка справляется именно что с Hollow Knight. Анатомия у нее выходит просто очуметь. Ну, типа, поняли, чума, да? Вот, сами посмотрите. 3 работы сюда только накину, а они уже выглядят лучше, чем большинство работ. Не, я, конечно, не хочу сказать, что работы от руки, в отличие от нейронки, плохие, но я тогда не вижу других причин, почему у этого шкала дрочибельности варьируется от 10 с плюсом. Проще говоря, из всех этих 5000 с плюсом работ легче выделить конкретных художников и следить за ними, нежели чем тратить свое ментальное здоровье и просматривать все. Их не так много, конечно, и выбрал я некоторых не просто так. У кого-то очень хорошая стилистика, а кто-то даже своих культовых персонажей придумал. И первый, кто мне лезет в голову, это White Pony 18. У него очень клевая стилистика, из-за чего персонажи получаются прямо такие мясистые. ПХК у него очень много работ с разными персонажами, и я бы даже назвал его одним из лучших художников. Ну и как достижение в его портфолио также есть парочка видосов, коих в комьюнити Hollow Knight очень мало. Если они есть, то без комментариев. От Бургер Киса еще работы знаю. Их хоть и не так много, но сам по себе художник скилловый. У The Idiot Muffin еще помню, он хоть и простой, но реализация Хорнет без маски имеет место быть. Ну а в последнее время часто замечаю неплохие 3D модели от Eclipse. И это я еще назвал только тех, кто мне в голову пришел. На самом деле их намного больше. Однако есть еще одна подтема, про которую я обязан рассказать. Это ОСшки художников. Ну, попросту говоря, авторские персонажи. Только вот в чем проблема? Единственный художник, ОСшку которого я знаю более-менее, это Ларен Трот. И то слово «знаю» натянуто. Его персонажа зовут Харальд. Правильно прочитал, надеюсь. И он тот еще бабник. Кого он только не имел, да и кто его только не имел. И это все. Я уверен, что у него тоже есть свой лор, но, честно скажу, желания нет. Хотя, казалось бы, ролик про фандом делаю, а тут такое заявление наглое. Мол, ни в чем я разбираться не буду, но тут просто иная проблема всплывает. Большая часть всех персонажей, которых я видел, сделаны просто для галочки. У них нет ни лора, ни замысла, зато очень клевый дизайн и задумка. Наверняка вы сейчас спросите, а как же наша давняя знакомая Лампи? А вот тут, товарищи жуки, вы попали прям в точку. Я уже все про нее рассказал и в отдельном ролике, и в части про живокровь. Однако прямо сейчас приготовьтесь погрузиться в целый лор нашей уже знакомой живокровной принцессы. Потому что благодаря Азуре, художнице Лампи, у нас на руках есть не только целая предыстория персонажа, но еще и ответы на часто задаваемые вопросы. Изначально я была таким же сосудом, как и все остальные. Я сбежала с боевой арены, которую устроил Бледный Король, чтобы найти идеального полого рыцаря. Затем меня нашли кочевники города Firefly и воспитали как собственного ребенка. По мере того, как я росла в течение многих лет, родители обучали меня своему ремеслу, создавая красивые лампы и поддерживая свет в королевстве. Однажды семья привела меня к Бледному Королю, чтобы показать мой талант по изготовлению фонарей. На удивление, он не узнал меня после всего этого времени, поскольку не было необходимости в еще одном сосуде, раз у него уже есть идеальный. Король назначил меня хранителем фонарей, и я каждый день путешествовала по королевству, помогая жукам найти дорогу домой. Однажды кочевники закрыли дверь в город Firefly. Я умоляла свою семью позволить мне войти, но они отказались без дальнейших объяснений. Грустной и одинокой, мне не оставалось ничего другого, кроме как сосредоточиться на своих делах. Хранить Hollow Nest ярким и процветающим. Вскоре я открыла свой небольшой магазин фонарей возле ворот в город и начала исследовать глубины Hollow Nest, надеясь однажды найти способ открыть ворота в Firefly. И тут судьба распорядилась так, что я наткнулась на храброго и находчивого маленького рыцаря. Вместе мы нашли способ отпереть ворота в город, но внутри оказалось совсем не то, чего я ожидала. Моя семья, испорченная заражением лучезарности, напала на меня. Я попыталась отбиться, но, увы, не решалась обрушить свой гвоздь на приемных мать и отца.
Моя же нерешительность привела к катастрофе, когда они в безумии взмахнули свои когти и воткнули их в мой левый глаз, заразив меня чумой. Но, к счастью, я смогла убежать оттуда живой. Последнее, что я помню после этого ужаса, как я стояла на краю бездны. Прогрессирующая инфекция наполняла меня, а голову наполняли крики моей семьи. «Я никогда не позволю тебе победить! Никогда!» После этих слов я погрузилась в бездну, оставив после себя только свое копье. Я предполагала, что здесь я умру, но во тьме ко мне пришел манифест живокрови в виде огромного зверя. Со звуком, похожий на разрезание плоти лезвия, поток живокрови наполнял мою оболочку, а манифест тихо бормотал: «Проснись, мой безумец. Жизнь должна продолжаться в Хэллоунесте». Очнувшись, я обнаружила себя плавающей в озере с лазурным сиянием, находясь глубоко за стенами бездны. И вот я стою перед озером, излучающее голубое сияние, и из него вверх растут живокровные корни. Здесь зарождается новая жизнь. Подумала я про себя. Вот оно, призвание истинной живокровной принцессы. Фух, так, погнали. Планируется ли мод по лампе? Пока нет, но сама идея лежит в голове уже довольно долго. Может в будущем, но это будет далеко не легкая работа. Желательно так вообще собрать небольшую команду для этого. Как пустота реагирует на живокровные свойства лампи? Да практически никак. Количество веществ в ее оболочке одинаковое: 50% пустоты и 50% живокрови. Каноничны ли отношения лампи с гримом? Да, это чистейший канон, особенно события комикса Dance With Me. У них были отдаленные любовные отношения, но они перестали общаться после того, как труппа грима завершила свой ритуал. И в данный момент Лампи не ищет себе партнера. Точнее, не так настырно. Кого любит, кого ненавидит и кого боится. Помимо грима и рыцаря, она обожает белую леди и дорожит многими другими друзьями, которым помогла при встрече. Ненавидит бледного короля и саму лучезарность. Боится же она мастера душ и незрячую, когда они напугали ее в землях упокоения. Проще будет сказать, что после этого случая она боится всех призраков. Рост, вес и возраст Лампи. В человеческий рост она 1,80 м, весит около 75 килограмм, а вот возраст неизвестен. Она одна из давних сосудов, и это было так давно, что сложно сказать, сколько лет прошло с того момента. Способна ли Лампи противостоять инфекции или даже вылечивать зараженных жуков? За счет живокровных свойств она обладает некоторой устойчивостью против инфекций, что также позволяет другим существам сопротивляться заражению. Но на судьбу влияет еще и боевой дух жука. Лампи хоть и способна повысить сопротивляемость инфекции до, скажем так, 50%, но полностью вылечить уже зараженного жука она не способна. Почему Лампи настолько хорни? После того, как она потеряла свою приемную семью и ее поразила инфекция, она пытается восстановиться, заводя новых друзей или даже создавая новую семью. Да, именно что семью. Не стоит забывать, что она как белая леди, то есть не может перестать плодиться, но вы поняли. Лампи не из тех, кто долго зарывается в своей печали, поэтому она любит открываться для новых возможностей. И сейчас ее характер кардинально поменялся. Да, возможно, звучит лицемерно, особенно если речь касается о нескольких семьях, но таков уж персонаж, личное дело каждого. Что это за синяя бабочка в ее левом глазу? Из-за того, что травма оказалась слишком серьезной, живокровь не смогла вылечить ее полностью, но зато наделила ее живой бабочкой, чтобы скрывать этот неприятный шрам. К тому же Лампи может видеть мир глазами этой бабочки, и чисто технически она не слепа. Какие у Лампи любимые амулеты? Лавкач, она больше предпочитает убегать, чем сражаться. Живокровное ядро, как тот, кто избегает конфликтов, она также ищет способ защитить себя. И пылающее чрево, это скорее ее личное дело. Живокровные бабочки, они ночью светятся. Каким оружием владеет Лампи и что бы она предпочла в качестве самообороны? Основное оружие у Лампи — это крюкообразное копье. Она использует его и для работы в качестве хранителя фонарей, так и для того, чтобы отгородиться от нападающих. Между прочим, это подарок ее приемной семьи. Также я упоминал про бутылочки для ослепления врагов и восстановления здоровья. Ну и последний вопрос: что вдохновило художницу на создание Лампи? Первое — живокровь, особое вещество. Второе — синий, любимый цвет. И третье — мысль о сосуде в бикини, одновременно сексуальная и глупая.
ладно. А теперь я хочу рассказать про то, ради чего я и захотел сделать этот ролик. Месяца так 4 назад команда из 12 НСФВ художников заанонсила в Reddit ПХК, сами знаете какого содержания, проект, включающий в себя сборник иллюстраций, повествующих о горячих жучихах Хэллоунеста. А сам проект называется Hollow Knight, без К, ну типа полая ночь, игра слов, звучит прикольно. Я тут же пораженькал с того, что даже он выйдет раньше Силксонга, и забыл про него. Но в один из дней, снова обыскивая зеленый сайт в наличии добротного контента, словно по щелчку пальцев было загружено несколько гиперохренительных работ, которые я автоматически добавил в топ самых лучших, в свои сохраненки. Но, несмотря на это, меня смутила парочка вещей. Во-первых, как я и сказал, все эти работы были загружены чуть ли не одновременно. Во-вторых, стилистика у них была крайне схожа друг с другом. Я даже сначала подумал, что это нейросеть. Но у каждой работы был разный художник. Сначала я долго думал, что это за дары божьих грез к нам с небес подослали, но стоило мне зайти на itch.io, на страницу этого проекта, и да, оно релизнулось. Сам сборник насчитывает в себе 24 работы и ровно столько же таких же рисунков, но с дополненной информацией о каждом персонаже. Хорнет, Лорды Богомолов, и Зельда, Тряпочка, Серая Плакальщица, Вечная Милития, Белая Леди, Богоискательница и Лучезарность. Ну и даже персонажи из Силксонга в лице дочек Кузнеца, Шакры и Кармелиты. Понятное дело, я больше ничего рассказать, а уж тем более показать я не смогу, так как это дело принципа, и мы на ютубе в конце концов. Говорю про принципы, а что за ролик-то по итогу? Что ж, ладно, полагаю, на этом можно потихоньку закругляться. Опять-таки, повторюсь, давно хотел как-то высказаться по этому поводу, учитывая, что в Hollow Knight эта сторона фандома выражается гуще всего. А вывод под конец ролика всегда один и тот же. Просто ждем Силксонг. Вот в фандоме говорил, что maybe он да и выйдет в этом году. Но знаете что? Возьму-ка я, пожалуй, свои слова назад. Ладно, давайте, покедово. Инсектофилы вы мои. Just like fire.